Привет всем, я Никита, вы на моем канале про самоделки. В данный момент я занимаюсь строительством гаража-мастерской 6×10 по каркасной технологии. Кто следит за каналом и смотрел мои предыдущие видео, знает, на какой стадии сейчас находится строительство. На днях я закончил с обшивкой и утеплением стен и кровли. Предварительно установлены окна и дверь. Ворот пока нету, ими я займусь в ближайшее время. Ну а сегодня у нас наступила весна, и я приступаю к установке печи. На самом деле планировал я это сделать еще до Нового года, но оказалось, что в зимнее время в одного немножко сложнее строить, чем летом. И поэтому вместо запланированных 2 месяцев стройки у меня уже пошел 5-й месяц. То есть уже наступила весна, а я только сейчас собрался устанавливать печь. Но собрался устанавливать не потому, что делать мне нечего, а потому что она уже была с самого начала стройки у меня. Были куплены дымоходы, ну и поэтому все-таки надо их установить. Основное отопление у меня будет электрическое. Скорее всего, это будет котел, это будут батареи. И это будет основным отоплением. Но также у меня будут установлены 2 печи. Одна на дровах, а вторая на жидком топливе, на отработке. Отработанного масла у меня скопилось очень много, так как я не пользуюсь услугами СТО и все масло в автомобилях своих меняю сам, начиная от двигателя, коробок, механических, автоматических, мостов, раздаток, что там еще, гидроусилителей, везде масло я менял сам. Не потому что я не доверяю СТОшкам, а наверное потому что я могу это сделать сам. Никогда его не выкидывал, сливал старое масло в старые тары, тары тоже никогда не выкидывал, новые оставлял на следующий раз. Поэтому подумал, а почему бы не обзавестись такой печкой. Ну вот в моем распоряжении появилась вот такая печь от производителя Тепловет. Компактная, работает она на отработанном топливе. Давайте я немного расскажу о ней. Печь является очень компактной, но производительной. Глубина печи менее 60 сантиметров, ширина менее 30, то есть чуть больше 20-литровой канистры. То есть сама компактная, и для хранения топлива, на котором она работает, не так много места надо. Производительность ее заключается в том, что благодаря вот этому дожигателю в ней горит не только масло, но и пары, которые выделяются при сгорании. У них высокая температура горения, и верхняя часть печки вот эта нагревается выше 300 градусов. В стандартной комплектации эта печь нагревает помещение до 36 квадратных метров. Но это, конечно, зависит от утепления самого помещения. А с дополнительными блоками, например, тепловой пушкой и водяным контуром, который можно дополнительно заказать с ним, можно отопить и 70 квадратов. Расход топлива при розжиге 1 литр в час. Минимальный расход в режиме поддержания горения около 300 мл в час. В нижней части корпуса есть 2 заслонки, которыми регулируется мощность. При розжиге открываются обе заслонки. В рабочем режиме, когда печь уже разгорелась, задняя заслонка закрывается полностью, а передняя регулируется температура печи. Масло перед розжигом очень удобно заливать в печь, потому что у нее имеется вот такой поддон. То есть выдвигается вот такой поддон, он очень широкий, очень удобно заливать масло. Для доливки масла уже в рабочую печь, чтобы не открывать этот поддон, используется вот такая заливная горловина. Устанавливается она вот в это место. Откидывается крышка горловины, заливается масло и закрывается. То есть для того, чтобы долить в печь масло, не надо ее глушить. Также вот с таким выдвижным поддоном ее очень удобно чистить, так как все равно продукты горения оставляют сажу внутри, и ее нужно периодически чистить. В этом плане здесь также все очень удобно. Вытаскиваем поддон, можно его почистить. Получаем свободный доступ в нижнюю часть корпуса. В верхней части корпуса есть вот такой лючок, прикручен он на 4 болта, откручиваем их и получаем доступ в верхнюю часть корпуса. Также отсюда сверху получаем доступ к этому дожигателю. Все просто и удобно. При необходимости также можно заказать дополнительные модули, такие как бак для капельной подачи масла, тепловую пушку, водяной контур, конвекционные ребра. В моем распоряжении есть вот такой бак для капельной подачи масла. Это металлическая емкость с конусным дном и конусной горловиной. Есть планка для крепления бака на стену и 2 выхода под краны.
Также в комплекте идут два крана, вот такое смотровое окно и термостойкий шланг. Так, объясняю, почему в баке два выхода под краны. Вот этот предназначен для слива конденсата, так как в масле бывают примеси, вода, антифриз может попасть. Они тяжелее, и они все скапливаются внизу, вот здесь вот в конусной части. И при помощи вот этого выхода можно этот конденсат слить. А этот уже предназначен для подачи масла. Эта трубка там внутри, она находится чуть выше, и поэтому захватывает только масло. А весь конденсат скапливается вот здесь внизу. Вот как-то так это выглядит в собранном состоянии. Открываем этот краник и сливаем конденсат, а этим краном мы регулируем подачу. То есть можно пустить струйкой, можно чтобы капало, она отсюда начинает капать вниз. Вот к этой части шланг прикручивается одним концом, а второй конец шланга прикручивается вместо вот этой заливной горловины вот сюда. Когда печь выходит на рабочий режим, можно настроить капельную подачу. Это поможет снизить расход топлива, и прекратить нагрев можно в любой момент, просто перекрыв подачу топлива. Объем бака 9,5 литров, и при расходе в 500 мл в час бака должно хватить на 18 часов непрерывной работы. Также для себя я заказал вот такую тепловую пушку. Она помогает отводить тепло от печки в любую часть помещения. Если помещение больше 36 квадратов или нужно в небольшом помещении прогреть определенную зону, то это лучшее решение. Пушка вот таким вот образом устанавливается в печь. Пушка одевается на печь и нагревается вместе с ней. На пушке предусмотрены два круглых выхода под 100-мм гофру. С этой стороны и с этой стороны. Гофра — это гибкие воздуховоды фольгированные, продаются в любых строительных магазинах. Диаметр 100 мм, одевается, например, сюда, с обратной стороны ставится вентилятор. Включаешь вентилятор, он начинает нагонять туда воздух. Внутри там есть перегородки, которые позволяют более эффективно нагреваться воздуху. С этой стороны также одеваешь гофру, можно 2, можно 3, там можно распределить по всему помещению. И из этого блока начинает выходить теплый воздух по этим гофрам, ну и распределяться уже куда вам хочется. Можно развести по стенам, по потолку, ну, куда угодно, где надо нагреть, туда и можно направить. Очень удобно. Залил масло, поджег, быстренько все везде нагрелось. Естественно, для любой печи нужны дымоходы. Я их уже приобрел, здесь уже тут примерял, все слаживал, измерял. Как мне их провести? Проводить буду через стену. Дымоходы фирмы Ferrum. Рассказывать я про них не буду, что они из себя представляют. Приобретал их в специализированном магазине. Внутренняя часть нержавейка, внешняя оцинковка. Я уже подготовил место для врезки и установки этой печи. Устанавливать буду вот в этом углу. У меня оставались 4 листа USB. Вот раз, два, три. Вот 4-й лежит. Все стены у меня пока нет возможности обшить, поэтому я сделал вот небольшой угол. Одну плиту оставил для того, чтобы потом можно было сделать подъемные ворота. Вот здесь по краям ворот я закрою и сделаю ворота. Ну а потом, когда уже появятся финансы на обшивку, куплю обшивку и все вокруг обошью. Как говорится, финансы поют романсы. USB установлены по всем правилам, сделаны вентиляционные зазоры 25 мм. Плиты, так же как и снаружи, я устанавливал вертикально, но изнутри я уже крепил их на саморезы, для того, чтобы, ну, на всякий случай, как говорится, на всякий пожарный, можно было потом разобрать, снять их и добраться уже до внутренней части стены. Снаружи, напомню, что у меня все прибито на гвозди. То есть напиливал рейки, оставались у меня доски старые, сухие уже. Прибивал их к стойкам. Сверху прибивал, снизу рейки прибивал, оставляя небольшие зазоры для циркуляции воздуха. Да? Вентилируемый зазор же должен вентилироваться, поэтому должны быть какие-то зазоры для прохода воздуха. Так как у меня здесь отсутствует пол, просто все завалено утрамбованным снегом. Снег я потом буду очищать, убирать, вот, вывозить на прицепе. Пришлось изготовить вот такую площадку. Площадка сделана из уголка 30 на 30. С этой стороны закреплена на 3 глухаря, прямо к брусу нижнему. А с этой стороны сделана такая регулируемая площадка. Очистил снег до земли, поставил
уголок и к уголку приварил вот такие шпильки. И при помощи вот таких гаек этот край регулируется по высоте. Сейчас эта площадка полностью выровнена под уровень. Сюда будет устанавливаться сама печка. Потом в дальнейшем, когда я уже буду заливать здесь пол, засыпется и зальются шпильки, уголок этот, а площадка как бы останется над полом. Площадку сделал регулируемую для того, чтобы когда земля начнет таять, под тяжестью печки, под тяжестью дымоходов, она начнет немножко ее продавливать. И с помощью таких регулировок я потихонечку смогу ее приподнимать, выравнивать. А потом, когда все зальется, уже все будет стоять на своем месте. Можно было, конечно, здесь залить уголок, но это не вариант. Земля мерзлая, все равно это все начнет продавливаться. А здесь я хотя бы смогу регулировать. Конечно, в комментариях, наверное, заклюют меня за такую идею. Ну, а что поделаешь, если нет у меня возможности сейчас заливать пол. А это вполне рабочий вариант. Вторую печку я уже буду устанавливать тогда, когда будет сделан пол. Выпилил сейчас вот здесь проемчик небольшой, забыл, что у меня здесь короб выдвижной. Теперь нормально. Ну вот вам наглядный пример, зачем хотя бы одну сторону в каркасных стенах нужно садить на саморезы. Напоминаю, что внешний USB у меня прибиты на гвозди, а внутри плиты USB я креплю на саморезы. Для того, чтобы можно было открутить эту плиту и спокойно добраться до внутренних частей стены. Вот как, например, здесь сделал я сейчас проход для труб через стену. Убрал утеплитель, сделал закладные, закрепил их там. Сейчас установлю плиту обратно, пробью эту плиту по кругу, вырежу отверстие в внешней плите, чтобы уже сквозное отверстие получилось, и также пробью с внешней стороны. И начну установку труб.
Так, изготовил вот такую опорную площадку из того, что было. Профильный квадрат 20 на 20, 20 на 40 профиль. Толщина по 2 миллиметра везде. Вот эти два профиля своими концами будут крепиться за стойки. Будет вот таким образом крепиться к стойкам. Только с обратной стороны. Так, ну вот, закрыл я проход для труб каолиновой ватой. Полностью все по краю пробил, обернул саму трубу и все пространства, углы, все это забил ватой. Немножко протестировал, тут ее увидел в интернете, как ее ложат на ладонь, поджигают горелкой и стоят, смотрят на нее. Типа она не пропускает тепло, не обжигает руку. Ну, конечно, через минуту такого теста она, конечно, нагрелась, но это слой такой, меньше, наверное, сантиметра там. Руку не обжигает, но как бы она горяченькая такая лежит на руке. А здесь, считаю, у меня по сторонам, сверху и снизу сантиметров 10 такой прослойка. Я думаю, держать будет тепло просто отлично. Так, ну что, закончил я с установкой печи. Вот так это все выглядит изнутри. Сама печь на отработке.
Пока без гофр и вентиляторов. Это я сделаю в будущем, когда буду разводить тепло. Обязательно покажу, как это все работает. Дальше установлена метровая труба. Она у меня была, она другой фирмы, не той, что все эти дымоходы. Но по диаметру она подошла. Дальше установлен у меня вот такой тройник. Здесь стоит заглушка. В дальнейшем, как я уже рассказывал, будет у меня дровяная печь. Она будет стоять вот здесь. И будет каким-то образом смонтирован дымоход. Будет уходить в один. Сразу хочу сказать, одновременно две печки я топить не буду. Потому что для того, чтобы две печи топились, основной дымоход, куда они соединяются, он желательно должен быть пошире. У меня диаметр дымоходов 115 миллиметров. Поэтому или эта печь будет топиться, или эта. Дальше стоит шибер, колено на 90 градусов, адаптер на сэндвич. Толщина стенок всех этих дымоходов, плюс вот этого сэндвича, который идет через стену, и тройника, который снаружи, внутренняя часть у них 0,8 миллиметров. Внутри проход я заложил каолиновой ватой, пробил слой по периметру и потом обмотал всю трубу до предела, и углы, все вот это вот уже остатками туда забил. Еще думаю докупить и под вот эти экраны вырезать и прямо подложить, чтобы вот прямо под экранами они лежали здесь и снаружи. Цена у этой ваты недорогая, 300 рублей, целый мешок. Вот все, что вот здесь вот у меня ушло, всего стоило 300 рублей. Все стыки труб промазаны вот таким силикатным герметиком до 1500 градусов черного цвета для печей и каминов. С этой стороны все выглядит вот так. То есть выходит сэндвич труба полметровая, потом тройник, снизу монтажная площадка. Монтажная площадка здесь стоит у меня на опорной площадке, которую я сделал сам и закрепил к стойкам. То есть вот здесь у меня стойка идет, и вот здесь стойка. Закрепил на глухари 8 на 100 миллиметров. То есть этот глухарь практически насквозь проходит всю стену. И снизу здесь установлена заглушка. Дальше у меня идут две двухметровых сэндвич трубы. Ну и вот этот оголовок сверху. Для прочности, для того, чтобы не раскачивало их ветром, также сделал опорную площадку для крепления этих труб. Также она закреплена за стойки и на такие же глухари. Между собой все соединено хомутами. Все я хотел сделать из оцинковки, потому что она подешевле, чем нержавейка. Но вот хомуты, вот эта вот часть, они были только из нержавейки. Ну, ладно. Вроде смотрится неплохо. Здесь остается мне снять только пленку. Сверху я хочу сделать козырек, потом докуплю, чтобы вот это все дождем не заливалось и вода не проникала внутрь стены. Естественно, вот эти вот отверстия нужно будет промазать термогерметиком. В этой части у меня получилась такая неровность. Видите, труба лежит прямо на экране, то есть стоит не по центру экрана. Возможно, если бы я вот эту опорную площадку покупал заводскую, то вот этот бы лист опустился немножко пониже, и она бы стояла по центру. Я думаю, у них все рассчитано. А так как я эту площадку делал сам, здесь, видите, у меня немножечко приподнято. То есть верхний край вот этого профиля с этим не вровень идет. Если бы они шли вровень, то экран бы немножечко опустился до вот этой. И тогда труба бы стояла по центру. Но раз уже у меня так сделано, ничего я переделывать не буду. Меня это все устраивает. Все трубы сделаны по конденсату. Что это означает, вы можете посмотреть в интернете. Я не буду объяснять. Но только скажу вот на собственном опыте. На доме у меня вот 10 лет точно из таких же труб сделан дымоход, и ни разу я не видел, чтобы где-то какой-то конденсат начинал вытекать или появлялся. Спустя 9 лет посмотрел внутрь, у меня там немножечко сажи по краям было, и все. Это означает что сделано было все правильно. Точно так же я сделал и здесь. Так, ну а теперь самое главное, из-за чего все это строилось, сейчас будем разжигать ее. Я, конечно, уже с ней вчера наигрался вечером. Снимать я не стал, потому что в темноте снимать нет у меня освещения хорошего. Но работает отлично. Конечно, обгорала вся краска, тут дым такой шел. Хорошо, что у меня вот здесь вот такое большое отверстие. Кстати, не обращайте внимания, что у меня здесь нет ворот. Они обязательно будут, и обязательно здесь будет сохраняться тепло. Сейчас пока, конечно, топить печку для того, чтобы создать тепло, я не буду ее топить. Вот когда будут сделаны ворота, здесь будет прохладно, тогда она точно будет выполнять свою функцию. Так, ну вот я сейчас еще установил здесь бачок для капельной подачи. Закрепил доски, вот такие застойки. К этой доске крепится, в эту доску упирается. Через фум-ленту, как рекомендует производитель, закрутил краны, сливной кран для конденсата, кран регулировки подачи, окно для контроля подачи масла, ну и гибкий термостойкий шланг. Наливаем в бачок отработанное масло. Обычно оно хранится в более грязных тарах, вымазанных в этом же масле. Так, трубочку вроде бы скрыло. Так, в бачок масло налил, пускай оно отстаивается.
Выдвигаем поддон. Здесь у меня есть немножко вчерашнего масла. Наливаем побольше. Производитель рекомендует для розжига использовать жидкость для розжига. Но у меня ее нет. У меня есть немножко бензина тут смешанного с маслом от триммера. Но я ни в коем случае никому не рекомендую пользоваться бензином, потому что он хорошо воспламеняется, взрывоопасен. Тут надо быстренько налить и быстренько поджигать. Не допускать того, чтобы здесь эти пары бензина распространялись, иначе может вспыхнуть. Открываем обе заслонки. Все, подожгли и закрыли. Сейчас ждем, когда печка выйдет на рабочий режим, то есть хорошенько разгорится пламя. Закрываем заднюю заслонку, а этой уже будем регулировать мощность. И заодно настроим капельную подачу масла. Еще в каком-то видео мужичок рассказывал, что нужно сделать вот такой завиток, чтобы здесь скапливалось масло. Чтобы не было подсоса воздуха через это отверстие, ну и не выходили газы из печки. Сейчас мы ее заполним. Открываем, и вот у нас побежало масло. Также, если вы знаете, что в масле присутствует вода или не уверены, что ее там нету, то нужно подождать какое-то время, пока масло отстоится. Бачок также является отстойником для масла. И с помощью вот этого крана можно слить отстоявшуюся воду. Вода, как известно, тяжелее масла, она оседает снизу. Я для наглядного примера специально налил туда немножко воды. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Так, видели, сначала побежала вода, а за ней побежало масло. Можно сейчас еще раз открыть, и уже побежит просто масло. А нет, вот еще маленько сливается воды. То есть надо аккуратненько. Вот все, побежало чистое масло. Ну как чистое, отработка. Ну вот, спустя некоторое время печь полностью разгорелась. Заднюю заслонку я уже закрыл, открыта только передняя. Ей можно регулировать мощность. Вот так закрываешь, она начинает работать тише. Соответственно, расход масла уменьшается. Но при полностью закрытых заслонках через некоторое время она тухнет. Поэтому надо, чтобы хотя бы немножко воздуха туда поступало. Вчера вечером, когда я ее первый раз запустил, конечно, начала обгорать краска, так что лучше это изначально делать или на улице, или с полностью открытыми воротами, окнами. И вот эта верхняя часть под тепловой пушкой, плюс вот это смотровое окно, они аж были красного цвета. То есть при отсутствии тепловой пушки на ней можно даже что-то жарить, кипятить, чайник. Кстати, недавно посмотрел на их сайте, у них даже появились какие-то сушилки сверху ставятся вместо вот этого короба. Зайдите, посмотрите. Я оставлю ссылку в описании на сайт производителя и закреплю комментарии. Вот такой звук она издает. У камеры микрофон хороший, должен передавать его. Вечером в темноте вообще прикольно сидеть возле нее. Вот прошло, наверное, минут 20, от нее уже хороший жар такой идет. Из тепловой пушки тоже уже идет тепло. Я думаю, когда подсоединю гофру с вентилятором и разведу все это, то, мне кажется, будет вообще отлично нагреваться помещение. По трубам сэндвич вчера после 2 часов работы вот на высоком режиме. Вот эта внешняя стенка была теплая, но не горячая. То есть сэндвич работает вполне отлично. Плюс там все, что я сделал внутри, будет отлично работать, и поэтому мне не страшно за стены. Печка разгорелась, я думаю, можно настроить капельную подачу. Я думаю, пока хватит, пускай капает потихонечку. Хотя на самом деле сейчас я закончу съемку и отключу ее, потому что разогревать меня без ворот здесь нечего. Так, ну что я вам скажу. Если у вас есть гараж или какое-то помещение, которое можно отапливать такой печью, есть доступ к отработке, то такую печь я вам советую установить. Я вот сейчас сижу возле нее, и мне прям жарковато. Если вам понравилась данная печь, я оставлю ссылку на сайт производителя в описании и в закрепленном комментарии. Заходите, заказывайте, приобретайте, советую. Ну а у меня стройка продолжается. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии.
Подписывайтесь, кто еще не подписан. Работы еще очень много. Всем пока.